У леопарда по кличке Бакари была довольно сложная судьба. Он родился в 2010 году в немецком зоопарке Тирпарк-на-Дерман, и практически сразу его забрали от матери, чтобы использовать в качестве зверушки для фотографий. Шли годы, леопард вырос. Из милого маленького котенка он превратился в большого хищника и, естественно, перестал подходить для фотосессий. Тогда владельцы решили от него избавиться. Обычно в таких случаях животные просто исчезают или оканчивают свои дни запертыми в крошечных клетках в каких-нибудь передвижных зоопарках. Но Бакари повезло чуть больше, он оказался в приюте для животных в Нидерландах. Тот факт, что Бакари был разлучен с матерью совсем маленьким и воспитывался людьми, не мог не сказаться на психологическом состоянии животного, а небольшой приют, куда он попал, тоже не мог предоставить ему необходимые для реабилитации условия. Бакари провел 3 года в вольере, который был для него маловат и в котором ему нечем было заняться, негде побегать, некуда залезть. В итоге в 2013 году сотрудники приюта обратились за помощью в международную организацию Форпост. Специалисты из Форпост оценили ситуацию и подтвердили, что условия содержания леопарда требуют немедленного улучшения, причем серьезного. Он был помещен в небольшой закуток, а рядом находился вольер со львами, что для него не очень хорошее соседство, ведь львы в дикой природе являются естественными врагами леопардов, заявили они. Первым делом они постарались улучшить условия его содержания в приюте, для него сделали новый вольер размерами побольше. Там у зверя уже была возможность размять лапы, было где прыгать и прятаться в укрытиях. И Бакари ожил на глазах. Он окреп, стал сильнее, в нем проснулся охотничий инстинкт. В то же время стал более спокойным и научился расслабляться. Но это все равно была не та жизнь, которой заслуживал Бакари. Ему было нужно еще больше места, чтобы хотя бы немного приблизиться к нормальным условиям обитания. И теперь он был готов к переменам. Международный фонд помощи животным Форпост уже несколько лет занимается тем, что перевозит животных, которые в состоянии выдержать путешествие, в Леонсрак, заповедник для больших кошек в Южной Африке. И недавно настала очередь Бакари. Несколько месяцев его учили без страха заходить в ящик для перевозки, для того, чтобы не пришлось делать ему анестезию перед отправкой. 4 ноября он отправился в путешествие и уже на следующий день оказался в Южной Африке. Пока что он во временном вольере, огромном по сравнению с его предыдущими загонщиками, и быстро привыкает к своему новому дому. С удовольствием катается по траве и, следуя инстинктам, бесстрашно исследует местность. Его новый дом будет в 100 раз больше старого, и вся территория будет принадлежать ему одному, ведь леопарды-одиночки. 6 лет назад он был брошенным котенком. Сейчас, впервые в жизни, у него появилась возможность свободно бегать, залезать на деревья и жить в тех природных условиях, которые ему подходят. В Леонсрак он получит шанс нормально развиваться и вести жизнь, которая подходит для леопарда. Здесь есть еще 2 леопарда, они в соседних вольерах. Бакари в первый раз увидит, услышит и учует запах своих сородичей, рассказывают сотрудники фонда Форпост. Все причастные очень надеются, что новая жизнь придется леопарду по вкусу. Все-таки Африка – его дом. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.